Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы говорим о собеседовании. Что такое собеседование? Собеседование — это интервью с работодателем или с HR. Сейчас мы говорим HR, а раньше использовалось слово «кадровик». Согласись, слово «кадровик» и HR у них разный вайб. Да, верно. И очевидно, что HR — это не русское слово. На русском мы называем такого человека менеджер по работе с персоналом. И я думаю, все согласятся, что намного легче сказать HR, чем менеджер по работе с персоналом. Абсолютно верно. Если вам интересна эта тема и, например, вы хотите устроиться на работу, то есть начать работать в российской компании, вы можете поискать вакансии на сайте headhunter.ru. LinkedIn в России и раньше был не очень популярен, а сейчас практически не работает. Да, HeadHunter, наверное, самый большой сайт по поиску работы, хотя есть и другие. И HeadHunter сокращенно называют HeHe.ru. И если вам интересно, сколько зарабатывают специалисты в России, вы можете зайти на этот сайт и посмотреть. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность прокачать свои навыки говорения и, наконец, разрушить языковой барьер. Все детали в описании. Присоединяйтесь. Что мы делаем, когда хотим устроиться на работу? Я думаю, что самое важное — это составить резюме. И раньше, например, я думала, что в резюме нужно писать очень коротко, где работал и сколько. Потом до меня дошло, я поняла, что нужно написать и о своих достижениях, и о каких-то задачах. Да, за свой рабочий опыт я решила для себя, по какой схеме это нужно делать. Для начала я смотрела описание вакансий, какого сотрудника они хотели видеть, с какими компетенциями, и потом я уже составляла свое резюме, и, конечно, для каждой позиции резюме выглядело по-разному. Умно. А еще иногда на работу нужно предоставить рекомендацию от прошлого работодателя или сопроводительное письмо. Но мне никогда не нужно было это делать. А тебе? Ну, да, я только указывала номер прошлого руководителя, потому что, в принципе, я думаю, ничего плохого они обо мне бы не сказали. Но я не думаю, что кто-то звонил, потому что все это похоже на театр, конечно же. Так, и говоря о самом собеседовании, нужно сказать, что это достаточно такое нервное событие, мероприятие, которое вызывает стресс. И я думаю, что почти каждый человек волнуется, когда идет на собеседование, особенно когда он хочет получить эту работу. Да, на 100% согласна. И тут, кстати, я бы хотела поделиться одним лайфхаком, который я узнала от японского консула. В университете я участвовала в конкурсе ораторского искусства на японском языке, и Мгм. там нужно выступать перед людьми. И чтобы нас поддержать, японский консул рассказал нам один японский ритуал, как не стесняться, не бояться большого количества людей. Он предложил мысленно нарисовать на руке иероглиф «человек». Это очень простой иероглиф, там 2 линии. И потом представить, что ты ешь этого человека. Ам. И получается, что ты представляешь, что перед тобой нет людей. И с тех пор я использую этот лайфхак, и как-то работает, на удивление, но я перестаю стесняться и бояться. Интересно. Но мне больше нравится лайфхак представлять, что все люди в зале голые. Слышала о таком? Да, да. Но не уверена, что я готова видеть всех голыми.
Но это убирает какой-то барьер, и ты не думаешь, что все смотрят на тебя и все внимание к тебе, а просто вы все такие в сауне. Просто неформальный разговор. Согласна, это помогает, думаю, да. Ну и говоря о лайфхаках, хотела также рассказать об одном блогере, на которого я подписана в Инстаграме. И этот блогер рассказывает, как проходить интервью в разные международные компании. И она дала такие советы, что во время самопрезентации нужно обязательно включить интересный факт о себе. И я думаю, это очень правильно, потому что работодатели ищут не просто эффективного работника, а дополнение в свою команду. Им нужен человек, с которым есть о чем поговорить. А еще один совет, который мне понравился от этого блогера, это то, что нужно улыбаться. И мне кажется, для нас, россиян, просто улыбаться без какой-то причины это немного не типичная ситуация, не типичная реакция, и поэтому нам нужно контролировать себя, чтобы не сидеть с покерфейсом, потому что собеседование это серьезная ситуация, а нужно улыбаться, чтобы выглядеть более дружелюбными. Но мы все знаем, что смех или улыбка без причины Признак дурачины. да, что это, конечно, тоже может вызывать мысли, а почему он слишком жизнерадостный, а почему он улыбается? И хотелось бы также рассказать про мой опыт собеседования. Вообще, я стараюсь регулярно ходить на разные собеседования, чтобы тренировать этот А, навык. Да, может быть, это странно, но периодически случается такой опыт. И на последнем собеседовании в одну языковую школу, мне задали целый список вопросов, и мне показалось, что это просто список из "Гугла". Первый сайт, самые банальные вопросы, которые нужно задать на интервью, на собеседовании. Меня спросили, что бы мои друзья могли рассказать обо мне. да. Спросили о моих слабых и сильных сторонах. Спросили о том, как бы я могла себя описать в 3 словах. Да, я могу добавить еще идиотские вопросы к твоему списку. Пожалуйста. Это кем вы видите себя через 10 лет? Боже мой, я даже не знаю, кем я вижу себя через месяц. Или если бы вы выиграли миллион, на что бы вы его потратили? И я считаю, что эти вопросы уместны только на уроке русского языка, когда ваш преподаватель хочет вас разговорить. И я думаю, что это самое раздражающее на собеседованиях, когда тебе задают эти идиотские, банальные вопросы. И, конечно, каждый человек хочет показать себя с хорошей стороны на собеседовании. И, конечно, он будет отвечать так, как правильно отвечать, или так, как он думает, скорее всего, хочет, точнее, такой ответ, который хочет услышать тот, кто задает этот вопрос. И часто, я думаю, кандидат может врать просто. И поэтому, мне кажется, лучше спрашивать о прошлом месте работы, что ты там делал, какие были там отношения с коллегами, какие конкретно задачи ты решал и так далее. И говоря об идиотских вопросах, что ты думаешь, это нормально, когда HR спрашивает твой знак зодиака? О, слава богу, в моей жизни не было такого опыта, никто это не спрашивал. Но думаю, если бы HR спросил это, я бы подумала, что, во-первых, это очень странно, а во-вторых, может быть, это какая-то часть стресс-интервью, Мгм. где любят задавать провокационные вопросы или вести себя агрессивно. И тогда я бы, наверное, подумала, что нужно как-то по-умному ответить на этот вопрос. Да, но как можно по-умному ответить на этот Ну, вопрос? попробовать догадаться, зачем он это спросил. Может быть, связать как-то с твоей профессией, сказать: "Да, я близнецы, я такая коммуникабельная, вот, хорошо подходит для школы". Да, но мне вообще нравится вся эта тема с астрологией и со знаками зодиака. У нас уже очень давно был выпуск об этом. И, ну,
мне нравится, я много знаю об этом, но это подходит для встреч с подружками, обсудить что-то такое или посмотреть мемы в интернете. И для собеседования, для рабочей обстановки и атмосферы этот вопрос вообще, я считаю, неуместным. И, наверное, если бы меня спросили, я бы, конечно, ответила правду, потому что, несложно посмотреть по дате рождения, в конце концов. Да, но я бы подумала, что окей, а что завтра? В начале рабочего дня будет расклад Таро, чтобы посмотреть, какие задачи мы сегодня делаем. Да, нет, это не подходит. Так, и ты начала говорить про стресс-интервью. У меня тоже не было такого опыта, но я слышала, что иногда HR бросают в кандидата, в соискателя баскетбольный мяч, чтобы посмотреть на его реакцию. Я боюсь представить, как бы я отреагировала, 100% меня бы это разозлило. Вряд ли бы я вышла на работу в такой коллектив, где такой тест устраивают потенциальным сотрудникам, потому что я не хочу работать в цирке. Да. Так, Согласна, да. Вообще концепция стресс-интервью очень странная для меня. Мне кажется, в нашей жизни и так достаточно стрессов, и еще и на собеседовании, которое уже является немного нервным событием, дополнительный стресс — это уже слишком, и нет в нем необходимости. да, верно. И еще последнее, что я хотела бы добавить, что мне тоже не нравится в собеседованиях, в этом процессе, это то, что HR обычно выше тебя. И ты приходишь, и ты рассказываешь о себе, и вопросы он задает тебе. И часто сам кандидат не задает много вопросов HR о компании, о будущих задачах. А если задает, то HR обычно коротко отвечает, как будто это не так важно. Хотя мне кажется, на собеседовании должен HR смотреть на кандидата и оценивать его, и кандидат тоже должен смотреть на поведение HR, чтобы, не знаю, как-то подумать, какая может быть здесь атмосфера, да, в которой ему предстоит работать. Но может быть такая ситуация только в России. Может быть, в других странах все как бы по-другому реагируют. Не знаю. Ну, может быть. Но я точно знаю, что в больших корпорациях проводят стресс-интервью. Опять-таки из блога этого блогера, о котором я говорила, и она в своих курсах по прохождению интервью готовит людей к стресс-интервью. Поэтому, думаю, везде корпоративная культура немного стрессовая. Да, везде стресс. На работе стресс, на собеседовании стресс, дома стресс, по пути на работу стресс. Ребята, Да, давайте немножко найдем все-таки силы и будем давать не стресс, а хорошие эмоции друг другу. Так, ладно, это точно. уже философский вопрос. Давай вопрос не философский, а более приземленный. И вопрос, на который мы ожидаем услышать ответ. Вопрос недели, дамы и господа. Какие вопросы на собеседовании вам кажутся странными? Спасибо, что прослушали или просмотрели наш подкаст до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытому чату в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока!